В шорт-треке больше всего я люблю непредсказуемость. Тебя могут сбить, может спортсмен упасть. Много всего может произойти. Прогресс только тогда, когда тяжело, да? Когда охота сдаться. Когда охота сдаться, вот тогда и будет прогресс. Тебе не будет каждый день легко на тренировках. Такого не бывает. Тебе должно быть тяжело, ты должен бороться с этим. Я находился ежедневно под обезболивающим. Я просто не мог представлять, что настолько может болеть. Профессиональный вид спорта – это не про физкультуру. Ты отдаешь свое здоровье за вот эти победы. Я считаю, что спортсмен высокого класса – это с тяжелой судьбой спортсмен. С тяжелой судьбой вообще человек. Но это наш путь, это мой путь спортсмена. Меня зовут Денис Никиша, мне 30 лет, я член национальной сборной по шорт-треку. Шорт-трек – это скоростной бег на коньках по хоккейной коробке. Нас часто путают и сравнивают с конькобежным видом спорта, но на самом деле это разные виды спорта. Мы отличаемся не только в дистанциях и экипировке, но также и в подготовке. В шорт-треке больше всего я люблю непредсказуемость. Это контактный вид спорта, это адреналин. На самом деле шорт-трек — это очень зрелищный вид спорта. Ты не можешь предугадать следующее действие. Тебя могут сбить, может произойти столкновение, может спортсмен упасть. Много всего может произойти. Утро профессионального спортсмена начинается одинаково изо дня в день. В данный момент я встаю в 7:30 утра, у меня умывание, готовлю себе завтрак, завтракаю. Собираюсь на тренировку и выезжаю. В разное время года у нас тренировки на льду очень сильно различаются. В данный момент это уже выработанная система, по которой мы готовимся к старту. До старта осталось недолго, поэтому циклы повторяются и повторяются. То есть у нас цикл идет 3 дня мы работаем, 1 день отдыхаем. Можно сказать, что в первый день это максимальный спринт, максимальная скорость. Второй день более такой технический. И третий день это у нас высокая интенсивность тренировка. То есть тоже на максимальном пульсе, на максимальном лактате. Насколько возможно, насколько ты ему и выкладываешься на льду. И вот в таком темпе мы будем готовиться до Милана. То есть уже годами выработанный этот цикл, проверенный, самое главное. И мы знаем, что при нем мы хорошо выходим на прям очень высокую скорость. И при этом мы развиваем также выносливость и отчасти там какую-то аэробную часть. Вот сейчас, если меньше 60 сделать, будет плохо. Я, например, они так и... Мы прыгаем практически перед каждой тренировкой. У нас полностью все записывается. Для чего это делается? То есть мы собираем статистику, и мы видим после какой тренировки у нас, допустим, проседают прыжки, а после какого цикла, то есть объема работы у нас растут прыжки. Прыжки — это показатель восстановленности перед тренировкой или готовности к тренировке.
работе. То есть это мы смотрим ответную реакцию нервной системы после какой-то проделанной работы. Вот. Перед каждой тренировкой мои коньки проверяют техники, которые ответственны за состояние лезвий. У нас здесь специальные метки, то есть у каждого спортсмена своя позиция. Это все индивидуально. Я просто проверяю, чтобы все на метках стояло так, как мне нужно, так, как я привык кататься. Потому что бывает, что оно двигается немного. Тренировочный день у нас обычно состоит из 2 тренировок. Утром это основная тренировка лед, мы катаемся на льду, а вечером это узконаправленные тренировки, силовая тренировка или сухая тренировка. Это когда мы бегаем, прыгаем, делаем узконаправленные технические упражнения для повышения техники, для повышения выносливости и сил. Направо поглубже, да? Да. Ну, она посильнее, поэтому и поглубже. Шорт-трек в моей жизни появился очень интересно. 2006 год, 4 класс, мне 10 лет, на урок физкультуры пришел мужчина с женщиной, и они приглашали всех детей бесплатно покататься на коньках. Они делали отбор, мы попрыгали, побегали. Из первого набора с 200 человек остался только я по сей день. Ну, история начиналась у нас в 2005 году. Нас пригласили с супругой Ксенией Сергеевной, это первый тренер, кто Дениса вообще привел в спорт. Нас пригласили в Кустанай после окончания нашей спортивной карьеры. Мы пришли туда молодыми тренерами. Вот супруга пришла в школу Дениса, провели отбор, сделали, и первый наш набор, когда там толпа пришла. Вот один из них был там Денис маленький, был в 4 классе, обучался он. После первой тренировки, которую на льду мы провели, было уже понятно, что, в принципе, очень одаренный мальчик пришел. Про таких говорят, что, в принципе, родился в коньках. То есть он сразу встал, сразу поехал. То есть там только дело техники, глаза горят. Очень прям у него такой был позитивный настрой. Интересно, новый вид спорта вообще. В Кустанае это был новый вид спорта. Пришел, как будто он родился в коньках, будто он всю жизнь в них катался, и вот это владение, его уникальность, его особый бег на коньках, потому что, когда он участвовал на соревнованиях, уже более взрослее, да, он умудрялся иногда такие вещи творить при обгоне, которые не каждому удавались. Владение коньком, интерес, любовь к конькам, это было видно сразу. В детское время, когда мы были вот маленькими, наша подготовка, это было просто было нечто. Адские условия. Мы выходили в Кустанай на открытый конькобежный лед и в минус 40 катались, занимались. И для нас это было нормально. Школу закрывали из-за морозов, и мы с удовольствием бежали на тренировку. Буран, ветер, минус 40. Мы идем на тренировку. То есть условий не было таких, которые есть сейчас у детей. Мы поехали в первый чемпионат Казахстана. Это год только тренировок. И мы поехали туда, и вот он стал чемпионом на конькобежных коньках. В своем возрасте, да, там, по малышам. Но там бегали спортсмены на шорт-трековских коньках. Он бежал на конькобежные, но если бы вы на них встали, вы бы на них стоять не могли. Вот он выделяется тем, что он подстраивается под любую ситуацию. Я думаю, что представление страны на международном уровне у меня началось с 2012 года. Это был юниорский чемпионат мира в Австралии. Я понял, что после этого старта я всегда буду ездить на международные старты и представлять страну, потому что мне это очень сильно понравилось. Я вживую увидел, как бегают другие спортсмены, и я с ними боролся. Я был там, я там участвовал, я жил этим. И это очень зацепило меня. В то время, когда мы открыли шорт-трек в Кустанае, наш уровень шорт-трека был 27 место, это круто. Вот бы попасть хотя бы в 20-ку, это было уникально, просто попасть в 20-ку. Мне мой тренер говорил, вы даже туда не лезьте, на девочек как бы вообще даже не смотрели. И там даже планов никаких не было. То мы своей команде говорили, вы будете, вы займете медали мирового масштаба, вы будете, это самое. И они нам верили. И они стремились, это с детства было. Мне кажется, они даже не могли подумать, что такого не может быть. После Сочи они вернулись, юниорский чемпионат мира был у нас, где он поставил мировой рекорд.
потом сам же его побил. То есть это уже как раз-таки показало, что 100% уверились, что в принципе Денис топовый атлет именно на коронной своей 500-ке. Но это было невероятно, потому что у нас не было медалей международного уровня такого. Это было особенно, это был рекорд мира, представляете, это вообще для шорт-трека, очень прекрасный результат. Гамидов Петр Алиевич и Гамидова Ксения Сергеевна, они по сей день со мной. А Ксения Сергеевна еще со мной спорит всегда, что мы начали в 2005 году. Я говорю, нет, в 2006 году. И она говорит, ой, тебе, балбес, ничего не объяснишь. Потому что всегда спорил с тренерами, меня это как-то цепляло. И я вообще очень рад, что у меня в жизни достались именно эти тренера. Они всегда нас заставляли что-то делать, наказывали нас. Ну, понятно, что это не жестко было, но это они всегда научили ставить цели, всегда задирали нам планку. То есть это тренера, которые нас прям толкали вперед до определенного момента, потому что потом уже началась жизнь как сборной, то есть там немного все по-другому. Но я очень благодарен жизни за то, что они у меня есть. То детство, которое твои сверстники проживают, ты его не проживаешь, потому что у тебя по 2-3 тренировки в день происходят, да, ты дисциплинированный, ты должен в 10 часов лечь спать. Мы воруем у них это детство, то есть условно они без детства остаются. То тепло и те моменты, которые во дворе происходят, в жизни, в их в детстве, да, это они как раз-таки теряют. Теряют большой контакт с родными, близкими, то есть на многих мероприятиях семейных они не могут присутствовать. То есть сильно бьет и по их психологической подготовке. Этот сезон выдался очень тяжелый для меня, потому что травма. Никто не знал, что делать. Я находился ежедневно под обезболивающим, потому что я просто не мог представлять, что настолько может болеть. Пытаюсь и восстановиться, и тренироваться. Врачи-специалисты говорят, ну так не бывает, ты с такой тяжелой травмой не можешь тренироваться максимально ежедневно и тут же выздороветь. Тут нужны компромиссы, нужно выбирать. По жизни я такой оптимист и типа вперед, не сдавайся, все получится. Мы находимся в Австрии, это Red Bull APC центр, то есть это Red Bull Athlete Performance Center. Здесь собираются атлеты со всего мира для того, чтобы пройти тесты, улучшить свои кондиции, в общем, стать лучше. Основная задача была это реабилитация спины, потому что я в недавнем времени получил травму. Мне нужно было быстро прийти в себя, провести реабилитацию. Мы провели тесты и выявили, какие мышцы могут дальше развиваться. Еще у них есть большой бешеный потенциал. И, соответственно, мы всю эту неделю работаем над этими мышцами, чтобы их укрепить, усилить, чтобы они стали более выносливыми. И также есть здесь доктора, с которыми мы тоже провели встречу, и они делали анализ, и в данный момент еще отчет не готов, но у нас уже есть протокол действий, чтобы прийти в 100% состояние организма. Ко мне прикрепили 2 специалистов. Один Тони – это тренер по физподготовке, и второй специалист – это Якоб, он физиотерапевт. И вот мы изучали новые упражнения, поработали над физподготовкой, это кое-какие взрывные такие упражнения. А с Якоб, это физиотерапевт, мы с ним поработали именно над мышечным корсетом. Он мне тоже показал, как делать мобилизацию позвонков, мобилизацию тела, чтобы была возможность быстрее восстанавливаться. И мы это все записали на видео, плюс это будет все в отчете. По приезду я делюсь со своей командой и продолжаем работать. Я уже нахожусь 5-й день, я сделал много тестов, провел много встреч со всякими физиотерапевтами, докторами, психолог здесь был. То есть эти 5 дней были для меня очень продуктивны.
Сегодня нас ждет 2 тренировки. Тренировка по усилению кора и также аэробная база на велосипеде. Плюс встреча с нутрициологом, сауна. И на сегодня это весь план. For example, my breakfast looks like 2 bananas, 2 eggs and coffee. Я считаю, что тренироваться и умирать на тренировке может каждый. Можешь умирать хоть каждый день. Но если в этом не будет какой-то системы заложенной, какой-то научной базы, то результата не будет. Без науки, без медицины нельзя добиться высоких результатов. Это мое личное мнение. Thank you, see you. Yeah, see you too, and have a safe trip home. Yes, yeah, thank you, thank you. Thanks for the snacks. Но это было хорошо. Больше про nutrition, про питание. То есть у меня были свои вопросы по перелетам, по питанию во время соревнований, по питанию до соревнований. В принципе, она ответила на 100% моих вопросов. По отчету она все скинет и все записала. Когда спортсмены находятся на высоком уровне и уже у них есть какой-то опыт, experience, то ты можешь улучшить себя, только изменяя какие-то маленькие частички. Потому что у тебя уже выстроена диета, у тебя уже какой-то план, стратегия. Но вот эти вот маленькие части, которые ты можешь изменить, вот они и дают прирост. Там 0,5%, 1% ты уже становишься лучше, потому что ты везде, отовсюду все функции собираешь, и ты как единым крутым спортсменом становишься, ну или просто как человеком, и вот тогда идет рост. Это не так, что можно все поменять, а не так нельзя. Поэтому будем адаптироваться, работать. В принципе, везде, куда мы приезжаем, на Кубки мира, мы с собой возим велосипеды. 2-3 велосипеда на 12 спортсменов. Этого достаточно. По очереди все крутят. Это безопаснее, чем бегать для организма в плане коленей, спины и так далее. И более приближенная работа к тому, как мы катаемся. Это очень близко. Поэтому все крутят вело. Для нас это нормально. Тебе не будет каждый день легко на тренировках. Такого не бывает. Ну, это мое понимание, да? Так ты не сможешь чего-то достичь. Тебе должно быть тяжело, и ты должен бороться с этим. Как бы мучить себя, можно сказать. Но это наш путь, это мой путь спортсмена. И когда мне тяжело, я чувствую, что вот оно уже здесь, вот это вот чувство, когда ты хочешь сдаться, ты борешься и добиваешь себя, и потом тебе тренера говорят: молодец, там, типа. И на следующий день опять нас по кругу убивают. Это так, это круто. Так то же самое говорил Усейн Болт, что мой забег там 9 секунд, но я готовился 9 лет для этого забега, образно. Так что и у нас мы проживаем свою часть, свой путь для того, чтобы эти 40 секунд были самыми быстрыми в твоей жизни. В разное время года мы по-разному тренируемся. Но вот в данный момент мы тренируемся 3 дня, и 4-й день у нас отдыха. И у нас нет разницы. Праздники, Новый год, воскресенье, суббота. У нас всегда строго 3+1. Если у нас в 6 утра
тренировка в воскресенье, значит, мы просыпаемся и идем на тренировку. Кому-то нравится жить как день сурка. Допустим, для меня это нормально. Для меня нормально кушать гречку, курицу каждый день. Или рис, курицу каждый день. То есть я могу это себе позволить, и на меня это не давит. А вот именно добивать до конца каждый подход, потом находить силы на восстановление, находить силы, чтобы быть на позитиве. Вот в этом вся трудность. Потому что не бывает такого, что руки не опускаются. Конечно, руки опускаются, конечно, ты устаешь. И вот именно в голове найти вот эту вот искру, чтобы снова каждый день жечь, вот это вот самое трудное. Да? Тренер говорит хорошо, а я чувствую, что пойдет. Мы смотрим, насколько мы поработали, насколько тяжелая работа, допустим. Но самое главное, мы смотрим восстановление между подходами, насколько быстро ты выгоняешь лактат. Молочная кислота. То есть насколько хорошо твои буферные системы развиты, чем быстрее ты восстановишься, тем лучше. Мы для этого и тренируемся, чтобы уметь быстро бежать, но самое главное, между забегами восстанавливаться. И ты, получается, проехал, приходишь, садишься на велосипед, упор делаешь сильный и продолжаешь дальше крутить. То есть это и способствует быстрому восстановлению. Должна быть нагрузка. И ты как бы только проехал уставший, да, ну, после подхода. Но ты сидишь и давишь дальше. Только в этот момент молочная кислота выходит прям быстро. Потому что на соревнованиях, там, допустим, 1/4, полуфинал, финал, там по регламенту отдых 25 минут. Бывает 23 минуты. То есть ты пробежал, допустим, 1/4. Ты бежишь в раздевалку, коньки отдаешь, тебе коньки проверяют, точат. В этот момент ты должен сидеть и крутить, потому что уже через 10 минут у тебя уже опять забег. Ты пока снял коньки, пока до раздевалки дошел, отдышался. Тебе нужно потом опять бежать, одеваться. Спринт нужен. Ну, взрывная мощность именно нужна. Не прям спринт, именно взрывная мощность, потому что такой вид спорта, обгоны. Не важно, как ты начнешь, главное, как ты закончишь. Да нет, конечно, но если ты с первого круга всех обогнал, потом тебя догонят, все обгонят, в чем смысл? Конечно, удержание, сохранение, это в спорте решает. Момент хорошего взрыва, хорошего старта, он сильно заметен на, допустим, 100 метров спринт. Да, ребята бегают. Первые 20 метров взрываются, а потом их с последней конца 100-метровки 80, они уже оп, и все. Там это заметно прям сильно. У нас тоже, допустим, 500 метров, первые 2 круга кто-то очень быстро бежит. Но потом по одному их начинают обгонять. То есть это, да, выносливость любая должна быть. Вот если назвать со старта первым бежать и прийти первым, это тактика? Как будто это не тактика. А вот если у тебя уже какой-нибудь полуфинал, финал, где сильные спортсмены, также лучшие, да, спортсмены, полуфинал, финал, вот там уже нужно думать головой. Там нужна тактика. Потому что ты борешься-то тоже не с простыми спортсменами, тоже лучшими. Ты же не знаешь, какие у тебя будут соперники. Каждый круг же все не предугадаешь. Там же компьютер ставит. И ты анализируешь перед забегом, с кем ты бежишь. Ну и поскольку много лет в этом спорте, то мы соперников знаем, много лет уже бегаем с ними. И там уже начинаешь. Но все равно, какой бы план ни был, 90%, что он
не сработает, потому что такой вид спорта, все непредсказуемо и все меняется просто в секунды у нас. Поэтому какая-то есть общая картина, можно сказать, общий план, по которому ты пытаешься в забеге пойти. Ну а там уже что будет. Удача в нашем виде спорта, без нее нельзя. Шорт-трек — это командный вид спорта. Без команды ты не сможешь достичь успеха. Потому что тебе нужны спортсмены, тебе нужны бойцы, спарринг-партнеры, с кем ты будешь тренироваться изо дня в день. И когда вы соревнуетесь, когда у вас есть конкуренция, вот это и есть кратчайший путь к победам. Я пришла и сразу уже знала, кто такой Денис Никиша, потому что он всегда, наверное, был одним из лидеров команды нашей. И уже в раннем возрасте он взял, помню, первую свою медаль на юниорском чемпионате мира. Это была первая историческая медаль для Казахстана. Вот, но ближе мы начали общаться вот где-то лет 7-8 назад. И, наверное, с тех пор у меня не проходит ни один день, когда бы я не видела Дениса. Денис мне стал как братом старшим, который всегда мне поможет. Он, наверное, один из самых близких людей здесь для меня. Я могу сказать, что таких спортсменов очень мало. Денис является одним из самых дисциплинированных, то есть это говорит о его хорошем профессионализме. Если ты дисциплинированный, поставил перед собой задачу, ее выполняешь, и честен перед собой, что ты ее выполнил, что ты сделал, выложился на это на 1000%, то тогда к себе вопросов и не будет. Будут вопросы там к другому, но как раз-таки не к себе. Крутость его как спортсмена в том, что он настоящий профессионал, он уже очень много в спорте, он понимает, к чему он идет, и этому доказательство его медали, его ежегодные медали на чемпионатах мира. Вот, и Денис крутой спортсмен, и с этим не поспорить. Смотря как он отдается, когда у него вот спина начала болеть, все равно он терпел до последнего как мог. И Денис действительно, он очень много трудится. На каждой тренировке он выкладывается на 150%. Это бесспорно. Но все равно, я думаю, без таланта никуда. Как бы там ни было. Все вместе в совокупности вот дало нам Денису Никиша, который сейчас есть. В моей жизни наступил этап, когда нужно было делать предложение, и нужно как-то сделать по-особенному. И у нас есть 2 этапа Кубка мира в Алмате. Осталось выиграть. И в моменте я думаю, все, буду думать только о старте. У меня вот забег, буду думать об этом. Конечно, цветы заранее заказал, была не была. Конечно, она не ожидала, что именно в этот день ей будет сделано предложение. И она говорит, я вышла как деревенщина, не была готова. Я говорю, так это и есть настоящие эмоции, да вот настоящая жизнь. Ты не ожидал, настоящий сюрприз. Лучше уже никто тебе не сделает такого. Конечно, спорт влияет на все стороны жизни. Я очень требователен к себе и к другим. Я не люблю опаздывать. Я хочу, чтобы все было вот идеально, точно, выверено. Конечно, в жизни так не бывает, но я стремлюсь к этому. Я не могу позволить себе гулянки, я пропускаю встречи с друзьями, с близкими, потому что у меня тренировка рано утром, и вечером, если куда-то выходят люди, я не иду. То есть это дисциплина, это жизнь профессионального спортсмена. То есть я считаю, что спортсмен высокого класса – это с тяжелой судьбой спортсмен, с тяжелой судьбой вообще человек. Потому что этот период, чем дольше спортсмен идет к определенным своим задачам и целям, тем больше он отрывается от социума определенного. Это тяжело, это давит на психологию. Но, в принципе, у нас все нормально. Есть многие периоды жизни, мы вместе прошли с ним, многие периоды жизни, ребята, друзья его были. Профессиональный вид спорта – это не про физкультуру.
Профессиональный вид спорта — это ты отдаешь свое здоровье за вот эти победы. Понятно, что за победами там еще много-много всего стоит. Но самое ценное — мы оставляем свое здоровье здесь на льду. Но это наш выбор, это мой путь. Я осознанно иду по этому пути. Я ни о чем не жалею. Прогресс только тогда, когда тяжело, да? Когда охота сдаться. Когда охота сдаться, вот тогда и будет прогресс. Тренировки вообще люблю, прям очень сильно. Когда супер тяжелые, без отдыха сразу, бам-бам-бам-бам-бам. Что аж стоять не можешь. Со льдом что-то сделали. И я уже 3 пары лезвий поменял. У меня ни одни лезвия не едут. Техники по конькам зайдут со льда. И будем проверять все лезвия. Не знаю, в чем проблема. Ни один раз не проверил. На самом деле, такое бывает иногда. С моим состоянием здесь не связано ничего. Я всегда готов, да. У нас 2 механика, которые все коньки контролируют. То есть у меня вот лезвие, да? Вон лезвие. То есть у меня 6 пар. И все 6 пар должны быть одинаково. Вот так выточены, то есть овал. И одинаково погнуты. Дуга. Все 6 пар должны быть одинаковые. Это их работа, вот, они этим и занимаются. То есть, чтобы меня ударят на тренировке, или я наеду на грязь, ну, всякое бывает. Я просто, типа, беру любую пару, достаю и меняю за 30 секунд. И тренировка продолжается. Ну, или соревнования. Когда ты давишь неправильно на брусок, он стачивается. Они стараются сильно не давить, и при этом сохранять овал. Чем дольше, тем лучше. То есть здесь от них, от мастеров по конькам, ну, как техники, можно сказать, от них зависит очень многое. Потому что ты можешь вложить в спортсмена $1 миллион, если у тебя коньки кривые, навряд ли что получится. Ну как можно поставить лезвие, на которых ты не тренировался? У нас это не работает. Это не как в Формуле 1, новую резину кинул и поехал. Нет, здесь надо все проверить, все пощупать, все обкатать, и только потом ты можешь в бой идти. Поэтому, если я с собой везу 5 пар на соревнования, все 5 пар должны быть выточены, погнуты, готовы, еще все обкатаны должны быть. Которые лезвия больше наслаждения доставляют, больше их чувствуешь, это основные становятся лезвия. Но мы всегда, конечно, стараемся настраивать так, чтобы все лезвия были практически одинаковые. Но бывают и плохие лезвия с завода. И мы их либо отправляем назад, либо просто в сторонку откладываем и не катаемся, не используем. Вот как сегодня одна пара новая, которая золотого цвета, она вот, ужасная. Либо ее надо облизать прям, то есть много времени на нее потратить, либо ее просто в сторону отложить уже и другими заниматься парами. У нас есть цели и задачи, где мы можем стать сильнее, какие-то слабые стороны подтянуть. И вот на протяжении нескольких месяцев мы этим и занимаемся. Опыта достаточно. Ожидания и какие-то надежды, вы к этому вопросу обратитесь к тренеру. А я скажу так, что от себя все возможные факторы, а это только 2 фактора, которые я могу контролировать. Это физическая подготовка и психологическая подготовка. Я буду готов на 200%.
Для меня представлять Казахстан — это честь, это гордость, это сила. И, конечно, всегда охота поднимать флаг на пьедестал, чтобы пел наш гимн. Не всегда это получается, но это спорт, это жизнь. Мы стремимся к тому, чтобы каждый старт был победным, и идем в этом направлении. Сегодня встал в 5 утра. Ко мне пришли мои друзья с антидопинга. Взяли, как обычно, анализы на проверку. В принципе, это нормально. Ну, мы ставим окно, в которое они могут прийти, там, ориентировочное окно, час. И ты можешь выбирать, когда. Либо с 5 утра до 8 вечера, что ли, чтобы с запасом было. Вот в любой день они могут прийти. Без предупреждения берут анализы, которые им нужны. И все, и уходят. Сегодня спринт. Сегодня будем гонять. Объем маленький, потому что через 2 дня уже улетаем на игры. Поэтому просто пару раз максимально выложиться на скорость. И все. Тренировка довольно короткая, на часа 1,5, именно на льду. Максимальная скорость, как практика перед соревнованиями. Потому что на соревнованиях ты же прям гипер-супер максимально летишь. Вот такие тренировки как раз тебя тренируют, чтобы быть уверенным на максимальной скорости. Тиал — это место, где мы находимся. Это одна из самых известных арен в мире. То есть очень много чемпионов здесь тренируется и тренировалось. Здесь все условия для спортсменов. Ну, по большей части, конечно, для голландских. Но все, кто приезжают сюда, вот как мы, это очень хорошие условия. И местоположение в Европе, часовой пояс Европы, то есть для нам это и нужно. Поэтому мы здесь в данный момент. Я просто новый, надо чуть-чуть доработать. Недостаточно. Не, левый более-менее кататься можно. Типа, с левым проблем нет. Там, носок чуть загнут, но это нормально. Не вау. Вот правый мне интересен. Minutes. If you don't go, they're going to do the 6 lappers again, and then we're going to take. The rest is going to be too long. If you're ready, let's get going. No, I'm not ready. I will go after the ski. All right, then you have a lot of rest, though, Dennis. Okay, no problem. Okay. Просто в борту уезжаю на них. Ну, это, спасибо, сказала, сегодня принесет еще одну пару. Так они же на заказ делают. Это же 2-3 дня ждать. Если заготовка есть 2-3 дня это. Не, лезвие хорошие. Просто их же настраивать надо, чтобы на запас были. Вдруг сломают. В Астане же сломали. Вот из-за этого заказали новые. Из-за того, что сломали. Ну, одну пару сломали, 2 заказали. Из 2 1 будет точно хорошая. Вот эти что-то мне не нравятся вообще. А если мне не нравится с первого трая, то, скорее всего, я на них не буду кататься. У меня где-то 6-7 пар, а боевых 5. Но я думал, вот эта 6-я будет, но она что-то вообще никакая.
Мы пришли на силовую. Последняя тренировка перед отходом. Ребята, посыл слушайте внимательно. На неделю замечаю последнюю подготовку, что переживаете, расстраиваетесь, что что-то не получается. Это ничего страшного. Просто осознайте, примите. На сегодняшний день вы готовы так, как вы готовы. Ни лучше, ни хуже. Не надо гнаться за секундами. Просто найдите свое качество, которое нужно развивать его в этот момент. И переживите все эмоции, которые, если у вас что-то не получится на этом 4-летнем старте, просто переживите его сейчас, сегодня. Все, едем в аэропорт, вылет, лететь 1,5 часа. Надеюсь, ничего в отеле не забыли. Мы прилетаем, у нас сразу тренировка. Это ежедневный лед. Так и должно быть, это нормально. Мне кажется, ближе к старту уже где-то вот что-то какие-то мысли проскальзывают. Ну, мысли, они всегда приходят. Просто опытный спортсменов, он их пресекает. Ненужные мысли. Там самое главное находиться, есть фраза же «здесь и сейчас», в моменте. Вот в моменте находиться, ни о чем не думать, и все. Мы же тренируемся ради того, чтобы выступать, ради того, чтобы быть здесь. Вот как на старт ты приезжаешь, ты здесь, ты все. Ты отобрался, ты лучший уже. Все, теперь нужно вот побороться там чуть-чуть, пару забегов. И все, это праздник, на самом деле. Я вот с такими мыслями подхожу к старту, но не всегда у меня получается думать о том, что это праздник. Но я пытаюсь. Настрой боевой, физически, психологически, готов прям вот на 200%. Вот эти последние месяцы, декабрь, январь, прям вообще хорошо поработали. Мне очень понравилось эти последние 2 месяца. Подход был очень-очень ответственный. Не только у меня, и у всей команды, у всего стаффа. Знаете что, поехал. Я долго не прощаюсь никогда. Я всегда все взял, ушел. Давайте, увидимся в Астане. Выиграл до финиша 8.63. Голландский спортсмен. Сорвался. И он сразу догоняет и делает плохо. Сорвался на льду. Медийные первые двое, да, выходят? Да, первые двое и сильные третьи с 2 забегов по лучшему времени. У него 45 время, это хороший результат, да. Главное, чтобы быстрее не было его. Финал Б прошел. Финал Б прошел. Не за медаль. Денис Никиша занял 7-е место на зимних играх в Италии. В финале казахстанец показал чуть больше 41 секунды. Это его личный рекорд на международном уровне. В полуфинале финишировал 4-м, уступив мировым призерам доли секунды. В решающем забеге был 2-м, уступив только чемпиону Шуан Лю. Ну вот мы вернулись с Милана, игры закончились, имеем результат такой, который имеем. Я не знаю, все реально верили в успех или нет, я не могу сказать. Но по себе я честно вот до конца верил, что все получится. Какие-то мысли были, типа, что это проверка и что вот эти трудности как раз нужно, пройти это. Я и прошел это.
И обезболиваешься и вперед беги. 7 место. Думаю, блин, ну как вот так получилось? Типа, ну как вот так произошло? Ты в таком в топе всегда бежишь, выступаешь. Я всегда дисциплинированно шел, всегда пытался сделать больше, выкладывался, отдавался процессу на все вот 200%. Ну, так получилось. Грустно, обидно, конечно. Чем дальше жизнь идет, тем цена выше. Но это жизнь, это спорт. Спорт учит быть сильным, спорт учит никогда не сдаваться. Поэтому я ни о чем не жалею. Достигли мы многого. Мы так сильно подняли этот спорт за такой короткий период времени. На самом деле, грубо говоря, 20 лет в спорте, и этому спорту, 23 года. Это совсем молодой спорт. И мы уже таких высот достигли. Все, жизнь продолжается. Что было, то было. Надо идти вперед, ставить цели, добиваться их. Всегда так происходит, что никто не знает, что будет дальше. Иногда получается, иногда не получается. Но самое главное — верить и не сдаваться. Что-то не получилось. Ты это пережил, проанализировал. Ты ставишь новую цель, открываются новые двери. Поэтому возможностей еще 1000. И уже зависит от человека, от спортсмена, насколько он будет замотивирован дальше жить этим и дальше идти по этому пути. Я ни о чем не жалею. Это мой путь, это мой выбор. Это моя работа, и я люблю это. Я люблю свою работу, я люблю эту жизнь. И как все сложилось, столько всего произошло в моей жизни, столько всего мы достигли. Прям тепло на душе все равно. Я очень рад, что я именно здесь и сейчас нахожусь.